После того, как 14 октября 1941 года немцы заняли Ржев, он очень скоро сделался одним из узловых центров битвы за Москву. На протяжении почти всех 17 месяцев оккупации город был буквально наводнен немецкими войсками. Порой на каждого из ржевитян приходилось по одному гитлеровцу, а то и больше. Здесь базировалось штабное командование 2 армейских корпусов, размещались воинские части, как поступавшие на фронт, так и прибывшие с фронта на отдых, располагались госпиталя. Были оборудованы многочисленные склады, несколько аэродромов. Наконец, Ржев – это очень крупный транспортный узел. Поэтому в городе действовали значительные силы нескольких спецслужб гитлеровцев. Они должны были подавить любое сопротивление. Это были подразделения СД, жандармерии, тайной полевой полиции, Абвера. Их задача упрощалась тем, что Ржев – город небольшой. В нем практически все и все на виду, особо спрятаться просто негде. Заниматься какой-то диверсионной деятельностью и остаться нераскрытыми, непойманными почти невозможно. Но ничто не остановило молодых ржевитян, которые не смогли смириться с тем, что враг топчет родную землю. Они объединились для борьбы с оккупантами и своим командиром выбрали Алексея Петровича Телешева. Хотя при жизни его едва ли кто называл по отчеству, ведь осенью 41-го Телешеву едва исполнилось 26 лет. Но он был военным, танкистом, носил звание младшего воентехника, то есть младшего лейтенанта, уже успел повоевать и даже побывать в плену. Так что рядом с большинством подпольщиков Телешев был человеком опытным и сравнительно взрослым, если учитывать, что средний возраст остальных был 20-21 год. Ребята не имели ни специальной подготовки, ни четкого плана действий, поэтому делали то, что подсказывал им здравый смысл. Перерезали провода связи, нападали на часовых, похищали оружие, документы, имели связь с лагерем советских военнопленных. Ржевские подпольщики давали сигналы нашим летчикам, и эти летчики точно бомбили немецкие объекты. Ночью они пробирались к немецким складам, казармам и стреляли из этих ракетниц. И летчики, видя такой сигнал, понимали, что им указывают цель, и бомбили немецкие объекты. Мы стоим на дамбе через реку Холынку. По ней проходит дорога, которая вела на аэродром. Немцы, захватив Ржев, аэродром использовали для своих целей. Группа Алексея Телешева неоднократно совершала различные диверсии. И в частности, Алексей Жильцов вырезал телефонный кабель, который проходил по дамбе, тем самым блокируя работу аэродрома. Вот вы видите ракетницу, из которой наши патриоты, подпольщики подавали сигналы советским бомбардировщикам, ночным бомбардировщикам, которые бомбили город Ржев по ночам. И они точно бомбили немецкие объекты. На счету группы Телешева нет каких-то громких фееричных акций, таких, чтобы летели под откос железнодорожные составы, рушились мосты, падали как подкошенные десятки и даже сотни фашистских автоматчиков, как в кино. Нет, такого не было. Больше всего они занимались разведкой в самом скучном ее варианте. То есть ходили по городу, смотрели, как говорится, во все глаза, запоминали, где стоят зенитные орудия, где скопление танков, в каких зданиях находятся армейские подразделения, склады с горючим и так далее. Потом все это зарисовывали и пытались передать за линию фронта нашим. А по ночам подпольщики подавали сигналы нашим бомбардировщикам, расклеивали листовки, выводили из строя немецкую технику. У меня за спиной находится территория, где до войны располагалось предприятие «Загод зерно». Немцы, войдя в Ржев, организовали здесь лагерь военнопленных, рассчитанный на 6 тысяч человек. Фактически находилось военнопленных значительно больше. Группа Алексея Телешева помогала военнопленным бежать из лагеря, обеспечивая их необходимыми документами. Некоторые бежавшие военнопленные включались в борьбу с оккупантами, как, например, Василий Манекин, который вступил в группу Алексея Телешева. В Ржевском лагере советских военнопленных условия были тяжелейшими. Кормили людей в лучшем случае раз в сутки.
Многие бараки не имели стен, только крышу, а не отапливался вообще ни один. И это при том, что лагерь был организован в конце октября, когда уже стояли серьезные холода. А зима 41-42 годов выдалась вообще жесточайшей. В итоге в лагере в день умирало по 20-30 человек. И группа Телешева делала все возможное, чтобы спасти хоть кого-то из пленников лагеря. Совершали они все это не для галочки, никакого учета не вели, а потому каких-то точных данных о деятельности подпольщиков Телешева просто не существует. Но есть воспоминания очевидцев. Есть доклад немецкой комендатуры вышестоящему начальству, в котором говорится о том, что в Ржеве действует организация. Значит, телешевцы проводили диверсии регулярно и достаточно эффективно. И это настоящий подвиг – вредить врагу, находясь у него буквально под носом, зная, что даже за косой взгляд в сторону немецких солдат могут расстрелять. Но еще важнее было само существование организации Телешева. В маленьком Ржеве слухи о том, что есть люди, которые не сдались, не отчаялись, не покорились, распространились стремительно. Эта весть стала глотком свежего воздуха, бесценным лучиком надежды. Правда, по неопытности подпольщики вели себя очень неосторожно, не соблюдали элементарных законов конспирации. Они и планы свои обсуждали особенно не таясь, и схемы рисовали чуть ли не при посторонних. В итоге соседи, знакомые и какие-то знакомые знакомых были осведомлены о том, что ребята готовятся встретить Красную Армию, что они добывают и прячут оружие и так далее. Вот и получается, что телешевцы были обречены. Рано или поздно, но фашисты и сами нашли бы их. Но получилось еще раньше, потому что подпольщиков выдал предатель. На Телешева донес его отчим, в доме которого Алексей не только жил, но и часто собирал всю группу. Не будем называть имя предателя, зачем пачкаться? После войны его судили, приговорили к смертной казни и расстреляли. Но это после войны. А в марте 42-го он не только выдал фашистам своего пасынка, то есть выдал сына, он провел гитлеровцев по домам других подпольщиков. 26 марта 1942 года схватили Телешева. На следующий день остальных наиболее активных участников организации. Всех бросили в камеры тюрьмы, которая стоит на окраине Ржева с XVIII века. Вот эта тюрьма. Сейчас здесь следственный изолятор номер 3. А это коридор, сохранившийся с довоенных времен. Так выглядит изнутри одна из камер. Вполне возможно, именно под ее сводами и содержались подпольщики. Их пытали на протяжении 4 дней, а 31 марта казнили. 12 человек. Мы находимся около Ржевского городского леса, где 31 марта 1942 года были расстреляны 9 подпольщиков, входивших в комсомольско-молодежную группу Алексея Телешева. Точное место казни неизвестно. Ни в архивных документах немцев, ни в воспоминаниях ржевитян, находившихся здесь в оккупацию, об этом ничего не говорится. Вот имена казненных в городском лесу. Константин Дмитриев, Алексей Жильцов, Кузьма Латышев, Татьяна Львова, Борис Лузин, Василий Манякин, Владимир Некрасов, Михаил Персиянцев, Михаил Соколов. Алексея Телешева, Александра Белякова и Владимира Новоженова гитлеровцы казнили через повешение на Советской площади. В то утро здесь собралось очень много людей. Они плакали и слез не скрывали. И эти слезы, если вдуматься, это был протест, причем открытый. Эти слезы означали, что страх перед врагом начал отступать. Вы видите обрывок, точнее обрезок веревки, на которой были повешены руководители Ржевского подполья Алексей Телешев, Владимир Новоженов, Александр Беляков. На фотографии вы видите эти веревки
Это была, видимо, верхняя часть веревки. Когда тела сняли с виселицы, то эту веревку какая-то из женщин обрезала и передала ее в Ржевский городской музей. Через 2 месяца после казни телешевцев в Ржеве были расстреляны 4 участника другой подпольной группы. Ее руководитель Игорь Совков и вместе с ним Эдуард Соловьев, Николай Лошаков и Василий Шитиков. Фашисты обвиняли их в саботаже и шпионаже. Сам Игорь Совков был недавним московским студентом. Николаю Лошакову исполнилось только 16 лет, Эдуарду Соловьеву всего 19, и лишь Василия Шитикова можно назвать человеком с жизненным опытом. Впрочем, чтобы самозабвенно любить Родину, особый жизненный опыт не требуется. Выпускник Московского университета, исторического факультета Игорь Совков. Он рвался на фронт с самого начала войны. Сам он был болен, эпилепсия у него была, и его не брали в действующую армию. Тогда он ушел в народное ополчение, и с этим ополчением оказался под Ржевом. Был первый раз арестован, бежал. Арестовали во второй раз, и здесь он решил проявить хитрость. Он великолепно знал немецкий язык, и он представился поволжским немцам. Была у нас такая республика немцев Поволжья перед войной. И вот немцы поверили ему, он великолепно знал язык, и он был под именем немецким зачислен переводчиком в комендатуру. И Игорь Совков стал формировать вокруг себя подпольную группу, но тоже выдали их, и они уже вот в июне 1942 года были расстреляны. Вот здесь документы о расстреле группы Игоря Совкова. В конце 1942-го в Ржеве фашисты раскрыли еще одну подпольную группу. Руководил ею офицер Красной армии Иоиль Александрович Жижилкин. Из 10 активных бойцов этого подполья 8 были расстреляны, в том числе и жена Жижилкина Анна. А сам Иоиль Александрович погиб в лагере военнопленных. Руководитель первого ржевского подполья Алексей Телешев за несколько минут до казни сказал: «Умираю за Родину, за Сталина. За Родину, значит, за всех, кто жил тогда, и за всех нас, кто живет сегодня на нашей прекрасной земле. За нас и наше будущее погибли герои ржевского подполья. В Ржеве об этом помнят». Прах героев-подпольщиков Алексея Телешева, Александра Белякова и Владимира Новоженова захоронен у обелиска Победы на Соборной горе, самом высоком месте города воинской славы. Их имена увековечены в названиях ржевских улиц, а в музее Ржевской школы искусств номер 3 открыта экспозиция, посвященная ржевским героям-подпольщикам.